Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие друзья! Вы на канале Иная Реальность. И с вами я, Иная. И мы всегда получаем то, чего желаем. А сегодня я хочу с вами поговорить о волевом энергоцентре, тем более, что события в мире такие именно харизматичные сейчас происходят, столкновения интересов, эго, стресс и тому подобные бури. И поэтому сегодня вообще это тема дня. Тем более, что прошли врата 0303, врата императрицы, где мы как раз с девочками из группы Беркана, группы практиков, работали над энергетикой третьего энергоцентра, волевого энергоцентра. Поэтому сегодня будет нам очень важно вдвойне рассмотреть энергетику воли. Понимание нам это даст исцеление. Очень надеюсь, что не только наше исцеление произойдет, но и в целом произойдет исцеление обстановки в мире. К тому же мы находимся на пороге врат часы, это высший зодиак часы, который вступает в свои права 13.03, и там мы сможем заложить модель нового мира, и как раз все это будет в энергиях третьего энергоцентра, социальная сфера, сфера нашей реализации даров и талантов, проявленности, границ. Но широкий достаточно спектр у волевого, в том числе он участвует в реализации энергии второго энергоцентра с точки зрения сексуальных желаний и много-много-много еще функций. Энергия огня, энергия яркая, харизматичная, импульсная. Но часто она проявлена несбалансированно у людей, что, в общем-то, неудивительно. Поэтому сегодня мы посмотрим, за что отвечает волевой энергоцентр, что гармонизирует, наоборот, да, работу этой чакры, что, наоборот, осложняет работу этой чакры. Совет возьмем. И в конце будет расклад по позициям, чтобы вы лично смогли, загадав свою позицию, продиагностировать, как работает лично у вас волевой энергоцентр. Может быть, что-то выйдет на сознание, вы захотите исцелиться, вы захотите как-то гармонизироваться, уже более будете осознанно действовать в этом направлении. Ну что, для того, чтобы из созерцателя превратиться в практика, поставьте лайк под этим видео, для того, чтобы дать согласие высшим силам пропускать энергии ваших учителей через свои структуры. Энергетический и физический ваш проводник. Ваша добрая воля работать как практик – это ваш лайк. Если вы доверяете, если вы желаете, вы можете сейчас стать практиком. Заземляемся ножками. Почувствуйте планету Земля. Почувствуйте ее ритм и пульс. Почувствуйте, как ваши каналы ног удлиняются. И настройтесь на ядро Земли. Ощутите сердцебиение планеты. Пошлите любовь планете, нашей матери, с любовью, с благостью. Соединяйтесь нежно, бережно, с сознанием планеты Земля. А теперь поднимите точку сборки повыше, поднимаем энергию выше, по ногам, по позвоночному столбу, выходим в седьмой энергоцентр над теменем, поднимаемся выше, выше, насколько есть сил. Соединяемся с потоком учителей, кураторов. У каждого есть учитель, куратор. Вас ведут. А теперь опускаемся в сердце. Открываем сердце. Выпускаем волну любви. Нежное розовое поле любви обволакивает нас, все вокруг нас.
объединяет нас в РД-поток, в кристалл и исцеляет нашу планету. Ну а теперь, когда мы немножечко настроились, мы можем взять информацию о волевом энергоцентре. Я прошу учителей показать базовую энергию волевого энергоцентра, для того, чтобы мы лучше понимали, что это за структура. Много в классике написано о волевом энергоцентре, можно почитать, но так как у нас сейчас энергетика стремительно меняется, нашей планеты, мы в квантовом скачке, наши энергоцентры стали работать иначе, поэтому ничему не удивляйтесь, если услышите какую-то не похожую на остальную информацию, что вы знали, читали. Я считываю из потока то, что пойдет сегодня. Итак, энергетика волевого центра. Но здесь по классике как раз-таки. Энергетика проявленная, огненная. Самое главное – это энергия действительно воли, там, где мы берем ответственность за принятие решения на себя. И все последствия своих поступков мы тоже осознаем как наши личные. Энергия связана с работой сознания, интеллекта. Поэтому, когда мы говорим такую фразу, как «давайте жить осознанно», мы подключаем в работу на самом деле проявленную стихию огонь, которая высвечивает такие вот темные уголки нашего подсознания, становятся явными, понятными, и тогда все наши решения становятся более осознанными, и мы меньше боимся. Вот здесь нет страха за принятое решение, за то, что мы идем куда-то в темноту. Нет, мы ясно понимаем, чего мы хотим, и мы ясно двигаемся. Вообще здесь ясно знание такое вот фигурирует, как бы я знаю, чего я хочу, я выбираю новый опыт. И вот, кстати, движение идти в новое, обучение, стремление познавать, расширять свое сознание. Вообще вот эта энергетика огня, это энергетика экспансии, расширения. Самое главное для нас получать новый опыт. И мы всегда, у кого хорошо проявлена стихия огонь, люди выбирают всегда новый опыт. То есть если у них стоит выбор остаться там, где они есть, или идти в новое, они выбирают новое. Вот так вы можете проанализировать уже сейчас себя и свой энергоцентр. Насколько вы открыты новому, насколько вы готовы широко смотреть на вещи и брать ответственность на себя. А также я вижу, как волевой энергоцентр соединяет вот поток энергетический. Он не просто концентрируется, скажем так, энергия огня не просто концентрируется в одном месте на уровне солнечного сплетения, хотя здесь основная, да, происходит концентрация, но также она струится вдоль по позвоночному столбу, и вверх, и вниз. И так можно сказать, что огненная стихия, она пронизывает собой все. Вот пронизывает прямо, распределяется, можно сказать, повсюду. То есть она стремится захватить как можно больше территории. И я вижу, что во время медитативных практик огненная энергия позволяет нам осуществлять именно чистку от старых ментальных конструкций. Вот, поэтому у кого хорошо развит волевой энергоцентр, он может усилием мысли сконцентрированно, сфокусированно направить энергию огня туда, куда необходимо, и освободить свое сознание от старых ментальных конструкций, которые мешают идти в новое, мешают открыто смотреть на мир.
Еще идет информация о том, что на самом деле для волевого энергоцентра не свойственно такое понятие, как границы. У него есть понятие постоянного расширения, и значит, границы могут быть только условными. Вот это тоже хочу подчеркнуть. Границы, они весьма условные. Так, идем дальше. Базовая энергия. Если вы хотите что-то начать делать, значит, вам трудно принять решение, допустим, значит, огненная энергия умалена, ее недостаточно. Или если вы приняли решение, но так и не начали ничего делать, то есть к действию вы не переходите, то же самое вы можете сказать, что огненная энергия умалена, ее недостаточно. Посмотрим дальше. Манас и Геба. Хорошие, красивые энергии на волевом. Если волевой гармонично развит, нам показывают, видите, очень гармоничную картину, то есть уважение себя как личности, но и уважение других людей. То есть вот вы не отделяете, во-первых, себя от других, у вас тема того, что если счастлив я, счастлив другие, если счастливы другие, счастлив и я. Поэтому постоянное вот это вот состояние «я» и «другие», где мое место, вне конкуренции с другими. Вот тема отсутствия конкуренции по Манас, по магу, она ведь лежит в области уникальности, профессиональности, одаренности, вашей индивидуальности. Как я люблю говорить, у профессионалов высокого уровня нет конкурентов. Конкуренты есть у дилетантов. Поэтому, когда человек обрел свою уникальность, познал себя глубоко, он находится в мире и гармонии с собой и окружающими. Тут очень важно понимать, что тема границ, она остается где-то там внизу. То есть там где-то бодаются и толкаются еще те, которые не осознали себя, кто я. Тот, кто осознал, кто я, тот также хорошо понимает и свое место, и границы свои, скажем, которые он может, да, занять, в общем-то, в мире, да, и чем он должен заниматься. И самое главное, вот здесь идет энергия поддержки, миссии помогать. Да, то есть я ровно настолько хочу осознать себя, насколько это поможет мне помогать другим людям. Так. Возьмем немножко больше о волевом. Пятнадцатый аркан – дьявол. Это про то, что про умение управлять своими, скажем так, быть выше своих искушений, да? То, что мы можем в состоянии, когда, вот видите, туз жезлов, все как по классике идет. В тот момент, когда у нас возникает соблазн отказаться от своего выбора, у нас достаточно воли, огненной энергии, чтобы начать делать так, как я решил. Да, король пентаклей и
Семерка монет. Волевой энергоцентр. Это центр, который помогает нам очень быстро восстанавливать энергетику свою. То есть если вы растратили энергию на что-то, неважно, на что вы работали, вы вкладывались, то ваша задача быстро восстановиться. Вот волевой энергоцентр, если он хорошо прокачан, он быстро может прийти в ресурс. Это центр управления реальностью. И по дьяволу часто идут потрясающие, тут еще и король монет, управленцы. Поэтому человек с сильным волевым энергоцентром, конечно, будет стремиться к власти, к центральной позиции в обществе, прекрасно будет чувствовать себя на сцене, в индивидуальном предпринимательстве, в крупном бизнесе, искусство. Везде, где он может продемонстрировать свое мастерство, талант и притягательность. Вот здесь притягательная харизма. Люди с огненной энергией, когда она сбалансирована, именно нам показывают, они обладают, они симпатичны по дьяволу, их хочется слушать, с ними приятно находиться. Это очень ресурсные люди, не навязчивые, спокойные, уверенные в себе. И, кстати, не навязывающие свою волю другим, что тоже очень важно. Скорее всего, этот человек, вот я ощущаю, он выглядит как банк. Банк, вот какой-то как банкир, знаете, он обладает всегда, к нему можно прийти за помощью, за идеей, за поддержкой, за просто стабилизатор хороший. Вот это тоже очень важно, потому что огненная энергия, если она экзальтирована, если ее много, то держись, она может превратиться в страшное оружие. Но вот пока что нам показывают, что здесь энергетика больше идет на строительство. Строительство, защита, управление, создание ресурса. Восстановление энергетическое. Очень крепкое здоровье, я хочу подчеркнуть, когда ваш волевой центр на полную работает. Давайте еще мудрость Земли возьмем. Настраивайтесь на здоровую энергетику волевого энергоцентра для того, чтобы соотнести себя, продиагностировать себя, поощущать. А для того, чтобы исцелиться, вам необходимо превратиться в практика. То есть ваш лайк под этим видео – это ваше согласие принимать исцеление, принимать потоки учителей и проводить их через себя. И тогда вы не просто созерцаете, да? Вы исцеляетесь, вы принимаете информацию, вы гармонизируетесь. Нравится мне это все, радость. Радость у нас идет. Огненные люди, у кого доминирует огненная энергия, это, конечно, оптимисты. Что тут и говорить. У них легкий, радостный, оптимистичный нрав. Более того, они любят смешить, веселить. В них достаточно артистизма по дьяволу, да, и они милы. Спектр очень велик, но человек может быть и достаточно смешлив. Смех – это тоже энергия огня. Поэтому если вы смешливые, если вы оптимистичные, если вы легко относитесь к ситуациям, которые вас окружают, ваш волевой здоров. Здоров
И я вас с этим поздравляю. Постарайтесь удерживать это состояние легкости, радости, и будет вам счастье. Ну а сейчас мы рассмотрим, что нарушает работу волевого энергоцентра, что вредит ему. Добрый вечер, мои дорогие родственные души. Людмила, Юлия, Татьяна, Екатерина, Елена, еще Татьяна. Рада вам, мои дорогие РД. Благодарю вас за поддержку. Очень ценна ваша поддержка в прямых эфирах, потому что на моем канале только прямые эфиры, и мы считываем только через РД-поток, через поток родственных душ. Ох, какие нестабильные эмоции. Значит, смотрите, волевой очень огонь, да, у нас начинает злиться, когда эмоции нестабильны, когда они захлестывают воду, водой, да, захлестывается волевой, то начинается экзальтация. Кто победит, да? Победит воля или победят эмоции? Еще раз Хагалас, симптоматично, и Турисас. В период испытаний, в период каких-то глобальных перемен, всевозможных катастроф, катаклизмов, физических болезней, ну, все, что мы связываем с Хагалас, любая трансформация, которая не контролируется человеком, а волевой – это центр контроля, и ему не нравится отсутствие контроля, понимаете, Турисас. Волевой пытается контролировать ситуацию и не может, не справляется с эмоциями. Вот тогда прямо наступает, конечно, то, что мы говорим, хаос. И прежде всего этот хаос касается мыслей, потому что волевой – это сфера мыслей. И в нашей голове начинают формироваться негативные мысли по поводу какой-то ситуации. Это очень важная, я думаю, для нашего времени сейчас информация, потому что мы понимаем, какой момент мы переживаем. У нас настоящий Хагалас, причем, когда я делала прогноз на этот год, то у нас Хагалас был на весь год. И нас к этой энергии готовили весь предыдущий год. Поэтому мы знаем, что такое Хагалас. Так, закрывать глаза на промахи, ловушка отстранения, конкуренция. И дар утешения. Ну вот борются две программы, борются. Вот это очень сложное состояние. Дело в том, что это не тотальная победа чего-то над чем-то, да? Это как раз когда на уровне волевого энергоцентра борются несколько программ, связанных с тем, что какие-то в трудных ситуациях, да, мы не можем справиться с тем, что мир несовершенен, понимаете? Потому что вот закрывать глаза на промахи – это про то, что энергия огня, она перфекционизмом страдает. Вообще идеалисты идут, огненные люди, они идеалисты, они считают, что все должно быть быстро и легко, мгновенно, по щелчку, и все идеально. Вот, поэтому не терпят они очень страдают, когда не видят результат, который ожидают. Вот, поэтому я могу сказать, что здесь очень влияет на волевой
когда бьются друг от друга, скажем, идеализм, присущий огненной стихии, с реалиями жизни. Вот здесь вот я бы хотела сказать, что это происходит именно от этого. И еще есть такая информация, что огненные люди, они очень много энергии могут сливать в то, чтобы помогать другим людям, причинять добро, я бы так сказала. Вот причинять добро мы тоже можем, когда у нас неправильно работает волевой энергоцентр. То есть здесь вот такие бьются программы разные. То есть либо мы от всей силы своей души пытаемся кого-то спасти, да, играем в героя, вот, либо мы не можем взять ответственность даже за свое собственное решение. И это все в период хаоса и неразберихи. Вот так. То есть, смотрите, основная тут идея в том, что когда приходит период испытаний, волевой энергоцентр именно подвергается особой нагрузке, я бы сказала, особой нагрузке. Я вижу его как сходящиеся, знаете, как будто на нем сходятся разные энергии, и ему приходится с этим что-то делать. Дело в том, что волевой отвечает за действие. Вот очень хорошо видно людей, у кого развита энергия огня, они не умеют дослушать до конца. То есть ты пытаешься что-то объяснить, тебе сразу такой летит вопрос: и что делать? Не, ну это все понятно, делать-то что, да? То есть им надо сразу выписать рецепт и отправить. И идите делайте. Не разобравшись, не вникнув, не поняв, да, вообще, что, от чего, почему. То есть огненная энергия очень тороплива на расправу. Вот, и когда ее много, она, не разбирая дороги, делает что-то по своему ощущению, не опираясь на то, надо это кому-то, не надо. Вот здесь очень любят работать спасатели, люди помогающих профессий. Ну и нытиков тоже хватает. Вот у кого мало огня, те превращаются в нытиков. Так, это мы смотрим, что у нас, значит, что ухудшает работу волевого энергоцентра в первую очередь. Ну, 19-й аркан Солнца – это классика. Позвольте себе быть безмятежным и просто принимайте дары мира. Счастье, успех и празднование. Но 19-й аркан Солнца – это в минусе, конечно, эгоизм, зацикленность на себе. И по Солнцу у нас идет такое проявление, знаете, когда мы просто забираем все внимание на себя. Очень хорошо видно таких людей в компании, потому что здесь и дьявол может проявиться в таком ключе, когда человек стягивает на себя все внимание, превращается в такого балагура, да, в компании. 19-й аркан Солнца, очень много энергии, которая приковывает внимание к себе. К себе. Да, я хочу подчеркнуть, что неисцеленный внутренний ребенок этому способствует. Потому что волевой энергоцентр – это вообще мужской энергоцентр, архетип мужчина. А 19-й аркан Солнца – это детский архетип. И вот когда ваш внутренний мужчина не зрелый, когда он все еще ребенок,
то тогда он просто хочет жить и радоваться, и ему не нужны вот эти сложности, да. Вот тут опять бьется его идеализм детский, да, с реалиями жизни. Его это очень угнетает, ему это не нравится. Хотелось бы, чтобы все было легко, счастье, радость, успех, чтобы все было сразу. Семерка чаш, иллюзии, иллюзии, друзья. Четверка мечей. Такая вот незрелость ментальная, невозможность принять решение самостоятельно, сделать выбор. Колесо фортуны очень лобильное. Психика 7 пятниц тут на неделе. Тут человек может думать, передумывать. Вы знаете, вот здесь какая-то, еще я вижу, вот прям зацикленность мыслей. Мысли ходят по кругу. Это это вот первый признак, если у вас включилась ментальная шарманка, вы не можете успокоиться, это оно. Да, Луна. Тяжелое психологическое состояние, депрессия. Депрессия, невозможность сдвинуться с места. Да, либо любые состояния депрессивного характера, они связаны либо с переизбытком огня, либо с недостатком огня. Вот. В любом случае, здесь и колесо фортуны, и Луна говорит о лобильной нервной системе. Огненные люди очень чувствительны, обидчивы, лобильны, требуют к себе внимания, но сами не знают, чего хотят. Вот обратите внимание, кто ж тебя поймет, если ты сам себя не понимаешь. Им разобраться в себе очень сложно. Ну а потому что мысли все время по кругу и как-то сконцентрироваться не получается. Вот это вот очень интересно. Гусь тоже эгоизм. Да, показывают, что это эгоизм и это желание избежать каких-то трудностей и сложностей. И желание какой-то вот сладкой жизни. Кстати, материальные желания, вот огненные люди очень любят подушечку безопасности, чтобы она у них была. У них может включаться накопительство, они могут, с одной стороны, расточительство у них, потому что они тратят деньги вот по колесу фортуны. Во-первых, в легкие деньги верят. Верят в то, что им когда-то вот раз и повезет, они выиграют миллион или наследство на них свалится, работать не обязательно. Вот. В то же время у них есть желание накапливать, если что-то где-то выдали, там выбросили, надо купить парочку, троечку, в общем, похожих вещей, либо что-то еще, потом еще, потом еще, они не могут остановиться. Это в них работают страхи, они боятся остаться без подушечки безопасности. Вот здесь вот такое. Ну, потому что они не уверены в себе. Низкая самооценка. Ну что, посмотрим, что исцеляет волевой центр, что его укрепляет, что его исцеляет. Ну, смотрите, должна быть база. Первый, второй энергоцентр должны работать очень четко. Хорошая связь с Землей, с родом. Человек должен стоять двумя ногами на земле. Прагматизм, я бы даже сказала. Прагматизм. И также высокая самооценка, уверенность в себе, потому что Урус – это абсолютное понимание того, что я победитель. Все, что я себе запланировал, я смогу сделать. То есть вам нужно вот эти вот руны Адал и Урус прямо берите для исцеления. Кому вы можете делать как став энергетический, писать, что я исцеляю свой волевой энергоцентр.
Тейвас и Эйвас. Смотрите, здесь под контролем энергия Марса, а мы знаем, что волевой и Марс – это синонимичные понятия. И вот уметь брать ответственность по Эйвас за свои принятые решения, нести ответственность и по принципу вот спокойно, взвешенно принимать трудные, я хочу подчеркнуть, решения, потому что по Тейвас мы умеем противостоять сложностям, трудностям, препятствиям. Когда вот Хагалас приходит, например, да, к нам в жизнь, полный хаос и неразбериха, нас спасает Тейвас, нас спасает энергия Марса, воина. Но не в смысле идти на войну, а в смысле внутреннего состояния собранности, ответственности и понимания того, что моя жизнь в моих руках. Вот здесь понимание того, что там, где я, там и место силы. Ощущение себя под защитой. Понимаете? Вот, вера в высшее предназначение свое. И тут не пассивность, абсолютно не пассивность. И в то же время здесь стабильность. Знание своей миссии, понимание своих действий. Надо лучше знать себя, свое место в жизни, Паадал. Вы знаете, надо быть хозяином своей жизни. Нужно понимать, что только ты можешь сам себе помочь. Help yourself, да? Помоги себе сам. Сними с других ответственность за себя. Вот нам явно показывают период испытаний, когда реализовать себя ты можешь пройдя через определенные лишения. Вот волевой энергоцентр укрепляется в страданиях. Как бы он проявляется именно когда тяжело. Вот здесь проявляется воля. То есть, когда все, жизнь сладкая и все прекрасно, нам не с чем бороться, у нас полно ресурсов, огненная энергия как бы не востребована практически. Вот здесь вот, когда тебе трудно и когда не хватает ресурсов, вот здесь как раз идет исцеление воли. И, кстати, идет информация, что очень многие люди сейчас прямо исцеляются, оздоравливаются и пробуждаются, потому что они ищут выходы из своих сложных ситуаций. Вот. Исцеление внутреннего ребенка, исцеление от травм предыдущих воплощений, все это нужно убрать. Программ по пятерке пентаклей огромное количество. Когда мы не верим в собственные силы и когда мы отступаем при первых же трудностях. Вот пройдите через страхи, пройдите через нересурсные состояния, и вы исцелите ваш волевой энергоцентр. Он проявит себя именно в испытаниях. И совет для нас, совет высших сил, потому что нам надо еще рассмотреть, будет 3 позиции, чтобы вы могли просмотреть свой волевой каждый. Совет высших сил. Уйти в себя, с точки зрения концентрироваться на внутреннем ресурсе и не опираться на внешние ресурсы. Знаете, Исса – это замечательная руна, которая проявляется в том, что мы можем материализовать изнутри себя любую позитивную ситуацию. Видите, по Солнцу? То есть все, что ты хочешь, есть внутри тебя. Умей моделировать не из ресурсовного, не из внешнего, да, состояния ресурса, когда ты что-то взял извне. Умей моделировать из состояния Иссы, из пустоты, из чистого потенциала. А мы знаем, что пустота и потенциал
у нас находятся на первых двух энергоцентрах женских. И именно оттуда черпает силу Творец, именно из материи. И поэтому вот умейте сохранять спокойствие, абсолютную отрешенность от внешних раздражающих факторов. По ИСа мы становимся абсолютно непроницаемыми для какой-то деструктивной информации, да. Ну, в общем, это мощный фильтр. О, Вирт, вера высших сил. Ну, конечно. Альгиз, потрясающая жреческая руна. Только ты знаешь, что необходимо делать. Смотрите, совет оставаться там, где ты есть, и моделировать то, что ты хочешь. То есть не поддаваться ни в коем случае похоголас на панику. Этого делать нельзя. И не стоит умолять, вот Иса опять здесь, смотрите, Иса. Прочитайте про Иса. Иса очень мощная руна магов. Иса может остановить любой конфликт, заморозить любую ситуацию. Ее можно применять вот прямо вот этот как став. С мыслью о том, что вы моделируете по воле высших сил, вы моделируете позитивный исход ситуации. Давайте подумаем сейчас каждый о том, чего мы чаем больше всего, конечно же, мира, и попросим высшие силы разрешить как можно быстрее эту ситуацию, стабилизировать ее и разрешить ее в лучшую сторону. Ну что ж, мы инициировали перемены. Я вас поздравляю, как обычно, магия в прямом эфире состоялась. Мы инициировали перемены. Мы остановили, видите, изоляция. Мы остановили конфликт, мы его стабилизировали. И по Верховной Жрице мы запустили совершенно новую программу, которая, видите, терпение и сравнение. Она перерастет в то, что мы хотим, в новое развитие ситуации, более благоприятное, более гармоничное. Будем верить в это, будем об этом чаять, мечтать с доверием к высшим силам. И последнее достаю совет для нас. Мудрость Земли. Мудрость Земли – самоизлечение. Ну, как обычно, в прямых эфирах у меня идет терапия, и когда вы ставите лайк под видео, то вы знаете, что вы даете согласие на то, чтобы учителя работали с вами с точки зрения терапии, исцеления. Я вас всегда поэтому предупреждаю, что ваши лайки – это ваше согласие на исцеление. И мы возьмем послание высших сил для путников. Прекрасная карта. Возделывайте свой сад. Восстановление, забота о теле, ласка и отдых. Обратите внимание, вот самоизлечение и здесь восстановление. И возделывайте свой сад. То есть о чем это все? Это о том, что мы с вами, дорогие родственные души, имеем гораздо больше влияния на нашу реальность, чем мы себе думаем. На женских энергиях, на энергии императрицы мы сегодня совершили колоссальное исцеление вашего третьего энергоцентра. Теперь вам следует поддерживать это в себе самостоятельно. Я могу вам предложить практику
У меня есть практика, она в закрытом доступе на третий энергоцентр. Мы ее делали во вратах 0303, как раз работали в энергиях императрицы. Кому она нужна, пишите мне в личку, чтобы получить доступ по ссылке. Найдите меня в Telegram и напишите, если вам нужна специальная практика, чтобы почувствовать себя комфортно, чтобы выгрузить страхи. Вот эти все состояния, которые сейчас у многих из вас происходят. Рада быть полезной. Ну а теперь я быстренько это все складываю. И у нас есть еще совсем немного времени, но есть, чтобы продиагностировать вашу третью чакру. Так, что-то я потерялась. Ага. Вот, пишите 1, 2, 3, выбирайте вашу позицию. Пишите я готова к трансформации, для того, чтобы это был не просто расклад, но и терапия. Опять же, лайк и ваша готовность – это ваша добрая воля меняться и брать свою жизнь в свои руки. Как раз волевой энергоцентр, да? Так, очень много колод. Ну, что делать? Зато информация идет очень интересно. Так. Итак, 3 позиции, 3 позиции. Так, ваш волевой энергоцентр. Сейчас я продиагностирую при помощи тотема. Так, итак, первая позиция, вторая и третья. Это ваши тотемчики. Так, так. Так, мудрость земли возьмем для вас. Это будет совет. Так, рунами мы продиагностируем базовую энергию вашей третьей чакры. Если кто-то из вас захочет личную консультацию, записывайтесь заранее, пока я раскладываю, я вам об этом могу сказать, потому что поток людей, нуждающихся сейчас в помощи, большой. Пишите в Telegram. Так, первая позиция, вторая, третья. Так, еще возьмем отсюда. Посмотрю еще сценарий психологический. Хочется вам дать более полную информацию. Раз уж мы смотрим, надо смотреть качественно, хорошо. И я не умею плохо, я умею только хорошо. Так. Ну и возьмем послание высших сфер.
Ну что, полетели? Так, вы готовы, я готова тоже. Позиция номер 1. Ваш тотемчик волк. Так, энергетика. Наутис и Лагус. Так. Да, колесо фортуны. Я вот смотрю, у вас такая здесь история нестабильная. Да, ловушечка страдания. Что-то у вас тут такое. Отдых и древние киты и касатки. Ну, вы вообще по Лагус водные. Значит, смотрите, вы перетрудились на волевом, я бы так сказала, когда-то. Сейчас ваш волевой центр перегружен. Он либо перегружен, либо закрыт, но он не справляется с отрицательными эмоциями. Вот, гипертрофированно он работал, видимо, скорее всего, вот вы очень чувствительны к приему информации. У вас вам не хватает позитивного видения, то есть что у вас все на самом деле хорошо, то есть вам нужно приободрение такое. Вам рекомендуется больше отдыхать. И самое главное мозгами. Самое главное мозгами. В принципе, тотем волк мне нравится. Он говорит о том, что вы человек ну, такой самодостаточный, харизматичный, как бы самостоятельный и, ну, сильный. Но что-то сейчас, вот вероятнее всего, я думаю, что у вас включился спасатель. Потому что путники любят спасать мир, и вот здесь вот такое вот состояние, видите, древние киты и касатки, вы чувствуете свою миссию, вы чувствуете, что вот в этот момент вам необходимо прийти на помощь всем нуждающимся. И в принципе, вы это и должны делать. Это действительно ваша роль, ваша миссия. Вы лидер по натуре. Видно, что волк – это лидер. И у вас действительно вы можете очень много сделать для нуждающихся, но все-таки не хочу, хочу вас предупредить, что вы перенапрягли ваш волевой. Поработайте, пожалуйста, над над собой, скажем так. Уделите внимание пока себе. Уберите мысли, прежде всего, лишние из головы. Уберите всю информацию негативного характера. Просто позвольте волевому энергоцентру, ему нужно время для того, чтобы переварить все то, что он уже получил, все то, что он уже намотал на настоящий момент. Вы восстановитесь и выйдете из этого состояния. Я думаю, что вы очень творческая натура. Я думаю, что как вариант вы можете вместо того, чтобы думать о плохом и о том, как вообще все сейчас страдают, вы можете в творчество. Создавайте что-нибудь, создавайте что-то благостное для людей. Вот. Потому что вам надо выносить, понимаете, вам нужно наружу. Вы как бы заперли вот эмоции эти все внутри, они не перерабатываются. Самое лучшее – это вам абстрагироваться сейчас от того, что происходит, и для переработки эмоций создать что-то прекрасное. Творите. То есть вам рекомендовано отдыхать и творить, уединяться, успокаиваться, потому что вы очень переживаете, и я больше чувствую, что за других, потому что наутис – это состояние, когда человек жертвует собой во имя кого-то. Жертвуете вы своей энергией. Высшие силы говорят, что это нерационально. Вместо того, чтобы жертвовать, лучше создавайте. Но чтобы что-то создать, надо прийти в ресурсное состояние. И я вам рекомендую первую, вторую чакру сделать медитацией, сделать энергонакачку. У меня есть медитация энергонакачка. Короче, вам надо переварить отрицательные эмоции. Не справляетесь с отрицательными эмоциями.
Поэтому отдых и творчество. Вторая позиция. Олень. Какой прекрасный у нас сегодня, смотрите, расклад. Тоже прекрасная, харизматичная, сильная энергия. И тоже, кстати, вот он защитник. Он защитник всегда тех, кто страдает, кого несправедливо обижают. Божественная защита, видите? Божественная защита. Защитник. Тоже защитники. Ера и Альгиз. Тут жречество, да. Да, смотрите. Угу. Четверка земли, да, укорененность, традиции, владения, да. Хорошая связь с родом, ловушка, зависимость и пустота. Так, это совет высших сил. Пустота. Остановитесь, приветствуйте зиму, космическая луна. Значит, сейчас идет у вас момент перезагрузки и трансформации. На фоне событий, которые происходят, у вас исцеляются сценарии, связанные с вашей слабостью, с вашей зависимостью от, скорее всего, членов вашей семьи и вашего рода, потому что здесь очень мощная такая традиционная энергия, вам очень важны ваши близкие люди, но сейчас вы уже не склонны поддерживать такие созависимые отношения. И вот у вас, кстати, идет классная трансформация, и я вас с этим поздравляю. Вы выходите из состояния слабого человека в состояние сильного человека, который может защитить, но при этом не находится в зависимости, потому что так вы работали, что раньше вы защищали и сливались. Так часто бывает. Мы любим тех, о ком заботимся, понимаете? Вот. Вы целители рода. Вы целители рода. Значит, ваш волевой, он хорош, но он сейчас очищается. Очищает даже, причем даже как бы тут вот больше вы работаете с родом, чем с собой. Может быть, у вас тоже эта вся история есть. Но как я вот вас ощущаю, вы работаете с родом, вы помогаете роду, миру. Видите, божественная защита. Во-первых, вам нечего бояться, у вас жреческая энергия, вы под защитой, вот, и высших сил, и вот по пустоте это карта Матери Земли, вот лона, да, материнского. Очень вы мощны, мои дорогие, очень вы мощны, мне нравится. Мне все нравится. Если вы сейчас испытываете какой-то кризис, то учтите, он связан с трансмутацией волевого энергоцентра. Здесь при трансмутации могут быть разные состояния. Вот, может быть, вот даже состояние такое умопомрачения, потому что у вас трансформация мощная ментальная идет. Ну, вы справитесь. А если мне что-то не так, то вы же знаете, я всегда рядом. Пишите, записывайтесь на консультацию и не забывайте, у меня потрясающие медитации. В плейлисте медитации вы найдете для вашей трансформации очень много полезного. Третья позиция. Сова. Боже мой, какие мудрецы у нас тут собрались. Сова. Практическое применение. Так, вирт и вонья радость. Ну, хорошо. Двойка пентаклей, выбор. Дар, дары и портал. Двери открываются, совершите выбор. Даже здесь выбор. Даже здесь выбор. А выбор у вас какой-то практического применения, скорее всего, своего дара. Ну, что сказать, у вас на волевом мощная энергия знаний, опыта, мудрости собрана. И мне нравится больше всех третья позиция. Значит, смотрите, вам нужно переводить накопленный опыт уже в
в практику. Вот, если вы еще не практикующий человек, то вам пора подумать о практике, о том, чтобы помогать людям. У вас есть дар. Может быть, вы не осознаете, потому что здесь вот есть ощущение, что, знаете, какое ощущение? «Да я всегда такая была, я всегда такой был». Ну, как бы, какой дар, да, как бы, ничего такого же, молния не сверкнула, как говорится, и все, как бы, жизнь течет, как всегда. Какой дар, какой дар? Ваш дар — помогать, исцелять. У вас очень мощные способности помогать другим людям. Вот. И вы готовы помогать, вам нужно эту энергию, понимаете, отдавать. Это я вам просто рекомендую. Вам нужно выбрать инструмент, при помощи которого вы будете работать, да, с людьми, и начинать это делать понемножечку, по чуть-чуть. Вот если уже делаете, молодцы, расширяйте тогда, потому что у вас портал, и тогда у вас переход куда-то дальше, да, на более высокий уровень. Но больше я здесь ощущаю тех, кто только собирается, обдумывает это, да, хочет как-то, но, может быть, вот мне больше кажется, что вы думаете о себе не так, кем вы являетесь на самом деле. А вы уже способны осуществлять свою миссию, и вы очень нужны планете, людям. Сейчас такие люди, как вы, нужны на вес золота. И мне нравится ваша сбалансированная энергия. И я очень ценю то, что вы смотрите мой канал. Если вы выбрали, может быть, что-то не срезонировало, просто посмотрите другую позицию, такое тоже может быть. Но если ни одна позиция вам не откликнулась, это тоже может быть. И я всегда к вашим услугам, если вы напишите мне в Telegram. Я люблю общаться с новыми друзьями, с новыми людьми. Каждый день мне пишут люди из разных стран. Ценю вашу любовь, ценю вашу дружбу. Ценю ваши лайки, ваши подписки и благодарю каждого из вас, кто считает, что на этом канале, на канале «Иная реальность» вы находите что-то для себя очень-очень важное. С новыми видео, дорогие друзья! С вами была Иная, и мы всегда получаем то, чего желаем. До скорых встреч! Пока-пока!